Добрый день. Меня зовут Федор Юрьевич, я врач-консультант компании Нейрософт по направлению электрокардиография и кардиореабилитация. Сегодня мы с вами рассмотрим систему для физических тренировок пациентов под контролем ЭКГ мультитренер. Кому она нужна? Нужна она пациентам, которые перенесли аортокоронарное шунтирование или другое оперативное вмешательство на сердце. Нужна пациентам, которые перенесли острый инфаркт миокарда, пациентам, страдающим сердечной недостаточностью. Ну и этот список еще можно продолжать. Система предназначена для одновременных тренировок сразу нескольких человек. В данном случае здесь система рассчитана на 8 пациентов, тренирующихся одновременно, но может быть расширена до 16 рабочих мест. Почему это важно? Поскольку кардиореабилитация требуется очень большому количеству людей. И если мы будем тренировать одного пациента, двух пациентов за раз, то мы просто не обслужим всех, кто нуждается в этом вмешательстве. Увеличение количества одновременно тренирующих пациентов до 8-16 позволяет повысить пропускную способность кабинета и, соответственно, охватить больший контингент нашей медицинской помощи. И это не просто занятие ЛФК, когда действительно могут в одном зале заниматься несколько человек, но это система, которая обеспечивает контроль и автоматизацию проведения тренировок. Как же система этого достигает, мы рассмотрим далее. Итак, система мультитренера достаточно сложная и состоит из трех основных компонентов. Первый компонент – это кардиорегистратор, то есть устройство, которое позволяет регистрировать электрокардиограмму во время тренировки и, собственно, управлять процессом этих тренировок. Первый вариант кардиорегистратора, который используется в системе, это регистратор КР2. Компактная модель. Он позволяет записывать два канала электрокардиограммы. Это холтеровские каналы CM2, CM5, они обычно обозначаются. Но на самом деле их можно поставить в разные точки на торсе пациента, чтобы, например, лучше визуализировать зону ишемии или лучше дифференцировать нарушение ритма. Это уже зависит от ваших конкретных целей и задач. Что можно сказать о регистраторе КР2? Легкий, он питается от внутреннего элемента литиевого аккумулятора, он беспроводной, подключается к системе по Bluetooth, достаточно прост, да, и неприхотлив в использовании. Это базовая модель, достаточно универсальная, которую мы рекомендуем. И второй вариант – это регистратор Polyspectr 8EX. Вы, наверное, его знаете как наш классический, проверенный временем беспроводной электрокардиограф, также блютусный. В данном случае он позволяет записывать уже 12 стандартных отведений электрокардиограммы во время тренировки. И нужно это в первую очередь для пациентов с тяжелыми нарушениями ритма, с тяжелой ишемией, чтобы более точно контролировать параметры физиологические во время теста или во время тренировки и вовремя отловить, например, жизнеугрожающее состояние, что не позволяет сделать двухканальную запись. Да, приборчик несколько более тяжеловесный, это определенный трейд-офф между функциональностью и размерами, но тем не менее при клинической необходимости вы можете оснастить свою систему данными кардиорегистраторами. Они абсолютно взаимозаменяемы. Также он подключается по протоколу Bluetooth. И еще один момент, что данный кардиорегистратор можно использовать и для проведения нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ, велоэргометрии, либо тредмил полноценного, тогда как блок КР2 не позволяет выполнять стандартные нагрузочные тесты. Итак, это был первый компонент системы – кардиорегистратора. Следующий компонент системы – это нагрузочные устройства. И нагрузочных устройств может быть несколько вариантов, которые мы рекомендуем, которые мы поставляем. Первый, наверное, самый универсальный и самый распространенный вариант – это стандартный велоэргометр, который позволяет проводить, собственно, основные кардиотренировки. Это в данном случае велоэргометр Лоуда.
который обеспечивает задание нагрузки от 30 Вт и до более чем 700 Вт, но в данном случае максимум нагрузки не особо важен, потому что пациенты тренируются все-таки при не очень высоких уровнях нагрузок. Про эту систему можно только сказать, что это надежный друг, который прослужит долгие годы и, собственно, может использоваться не только для реабилитации, но и для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ, как, собственно, и любой полноценный велоэргометр. Данная модель, как мы видим, еще снабжена системой измерения артериального давления автоматизированной. Это не обязательный компонент, дополнительная опция. Она в какой-то степени повышает удобство, можно контролировать давление во время тренировки, но не является обязательной, потому что можно это сделать и с помощью обычного ручного тонометра. Это тоже велоэргометр Лоуде, но уже несколько другой модели, более сложный в какой-то степени. Как видите, он обеспечивает более комфортную посадку пациентов. То есть здесь не стандартное велосипедное седло, а такое кресло со спинкой. Так что этот велоэргометр больше подходит для пациентов с избыточной массой тела, а также лиц ослабленных, пациентов с сердечной недостаточностью, пациентов с тяжелым инфарктом миокарда, поскольку обеспечивает более комфортную посадку, да, и меньше усилий пациента по, скажем, посадке на данный эргометр. Еще нужно сказать про эту модель, что она может оснащаться дополнительным блоком, так называемого нулевого старта. Любой велоэргометр, даже если мы выставим ему нагрузку 0, на самом деле у него есть маховик, который имеет свою массу, и поэтому если мы начнем крутить педали, нагрузка реально не будет равна 0 Вт. Но вот именно для вот этой модели есть специальная опция. По сути, это сервомотор, который подкручивает педали за пациента, и если мы выставим на этом велоэргометре 0 Вт, то реально нагрузка будет 0 Вт. Еще раз, это важно для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, да, с общим тяжелым состоянием, которым сложно крутить велоэргометр даже на минимальных значениях нагрузки, просто провернуть маховик. Еще один вариант нагрузочного устройства – это тредмилл или беговая дорожка. Ну, беговая в данном случае условно, потому что на самом деле пациенты наши во время реабилитации обычно ходят. Ходят в горку, но не бегают. Но, тем не менее, скорость ее на самом деле позволяет и бежать при необходимости. Данное устройство имеет свои преимущества и недостатки, которые аналогичны как и при нагрузочном тестировании, так и при кардиореабилитации. Преимущество то, что это очень физиологичная история, потому что человек идет так же, как он шел бы в жизни, по улице, в горку, задействуются те же самые мышцы, привычная локомоция. Но минусы в том, что нужно иметь определенный функциональный статус, чтобы уверенно ходить. Далее нужно хорошо поддерживать равновесие, поэтому, опять же, при некоторых тяжелых расстройствах, тяжелой сердечной недостаточности использовать тредмилл, беговую дорожку, может быть проблематично. И может оказаться так, что минимальная нагрузка, которую даст дорожка, она слишком велика для данного пациента, для его тренировок, так что его придется перевести на тренировки на велоэргометре. Нередко в процессе курса тренировок пациент осваивает разные варианты, да, то есть, например, он может начать тренироваться на полусидячем велоэргометре, потом, окрепнув, перейти, например, на дорожку, или можно сочетать эти устройства в разных вариантах для того, чтобы тренировать не только организм в целом, но и определенные группы мышц. Наконец, последнее по порядку, но далеко не последнее по важности, это программа мультитренер. То есть программное обеспечение, которое интегрирует всю систему, управляет нагрузочными устройствами, получает сигналы с кардиорегистраторов Polyspectra 8EX, KR2, ну и, возможно, в будущем других, и обеспечивает, собственно, проведение тренировок пациентам.